Привет, друзья! Сейчас главные новости Европы. Сегодня в Германии новая тема, как правительство Мерца перераспределяет значительные государственные средства, выделяя меньше на традиционную оборонную технику и больше на технологии и кибербезопасность. Компании получают огромные контракты на цифровые системы, а это меняет и оборону, и экономику Германии. И вопрос, что важнее для будущего безопасности страны – техника или технологии? И это еще не все. Сейчас в Германии промышленность теряет позиции. Заводы закрываются или уезжают в Польшу, Чехию и Соединенные Штаты Америки, где дешевле энергия и зарплаты. Миллионы рабочих мест под угрозой, и от решений правительства Мерца зависит, сохранится ли Германия как промышленная страна. Здравствуйте, обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, сегодня в Германии начались серьезные споры вокруг того, как именно правительство Мерца перераспределяет военные миллиарды и почему все больше средств направляется не на танки и оружие, а именно на технологии и цифровую инфраструктуру. Я вам уже рассказывал, что Германия создала специальный фонд в размере 100 миллиардов евро для обновления своих вооруженных сил. Тогда еще канцлер Олаф Шольц объявил так называемый переломный момент, и федеральное правительство пообещало резко усилить Бундесвер. Но сейчас, спустя несколько лет, часть этих средств все еще обсуждают использовать в новых проектах, связанных именно с технологиями и цифровой инфраструктурой. А причина в том, что Германия столкнулась с тем, что современная оборона зависит не только от количества техники, но и от технологий. Это касается спутниковой связи, систем наблюдения, кибербезопасности и программного обеспечения. То есть, как вы понимаете, без цифровых систем даже современная техника работает менее эффективно. Поэтому федеральное правительство Мерца все активнее инвестирует в технологические компании и разработчиков. Приведу конкретный пример. Компания из Мюнхена, которая занималась разработкой программного обеспечения для анализа спутниковых данных, получает государственный контракт на десятки миллионов евро. Именно эти системы позволяют в режиме реального времени анализировать передвижение техники и ситуацию на границах. Руководитель проекта, 42-летний инженер Маркус Вебер, говорит, цитата, «Сегодня данные и скорость их обработки важнее, чем количество техники». Но давайте так, чтобы понять масштабы изменений, вспомним немного историю. После окончания Холодной войны Германия резко сократила военные расходы. В 1990-е и начало 2000-х годов при канцлере, тогда еще Герхарде Шрёдере, бюджет армии также сокращался, потому что считалось, что крупной военной угрозы больше нет. В те годы, наверное, вы помните, делалась ставка именно на экономику и экспорт. Но реальные события последних лет заставили полностью пересмотреть эту стратегию. И мы уже видим, что сейчас в Германии деньги идут не только на технику, но и на цифровые системы. Например, в Баварии создаются новые центры разработки военных технологий. Там работают инженеры, программисты и специалисты по искусственному интеллекту. Многие из них раньше, кстати, работали в гражданских IT-компаниях, а теперь переходят на проекты, финансируемые государством. Вот еще один пример. 35-летняя Анна Краус из Берлина работала в частной компании, разрабатывающей программное обеспечение для логистики. В прошлом году ее компания получила государственный заказ на создание системы управления поставками для Бундесвера. Она объясняет, цитата, «Государство стало крупнейшим заказчиком технологических решений. Но, скажем так, не все гладко. Сегодня в Германии такие изменения обсуждаются и в политической среде. Часть политиков считает, что деньги должны идти прежде всего на саму технику и вооружение, а не на долгосрочные технологические проекты. Другие же утверждают, что именно технологии определяют военную силу в 21 веке. Канцлер Фридрих Мерц в последних заявлениях подчеркнул, что Германия должна развивать собственные технологические возможности, чтобы укреплять независимость страны в стратегических сферах. Исторически Германия уже проходила подобные этапы. В период Холодной войны страна активно инвестировала в промышленность, которая одновременно работала и на гражданский, и на военный сектор. Кстати, тогда многие технологические компании выросли именно благодаря государственным заказам. Сегодня происходит похожий процесс, но уже в сфере цифровых технологий. Мы с вами видим, что экономика благодаря этому поднимается, государственные заводы создают новые рабочие места, особенно для инженеров и программистов. В то же время растет зависимость технологического сектора от государственных контрактов. Это означает, что решение правительства напрямую влияет на развитие целых отраслей экономики. Давайте сразу еще один пример. 38-летний Томас Беккер из Гамбурга открыл небольшую компанию, которая занимается разработкой систем защиты данных. После получения государственного контракта его компания увеличила, внимание, штат с 12 до 40 сотрудников всего за 1 год. Он говорит, цитата, «Государственные заказы полностью изменили наш бизнес».
Поэтому сейчас в Германии обсуждается вопрос будущего всей экономики. И мы с вами уже понимаем, что когда государство направляет миллиарды евро в технологический сектор, это формирует и новые центры роста, и новые рабочие места. Именно это сейчас и происходит, то есть Германия постепенно превращает свои военные расходы в инструмент развития собственной технологической индустрии. Следующая новость одна из самых важных. Сегодня в Германии мы с вами видим периодическое закрытие заводов и перенос производства за пределы страны. И это при том, что немецкая промышленность, вы знаете, десятилетиями была основой экономики. Автомобили, химия, машиностроение – это именно эти отрасли обеспечивали миллионы рабочих мест и формировали экспорт. Но сейчас ситуация в Германии меняется, и все больше компаний переводят свои производственные линии в другие страны, прежде всего в Польшу, Чехию и Соединенные Штаты Америки. И это еще не все. Напомню, что Германия долгие годы имела ключевое преимущество. Я имею в виду относительно дешевую энергию и стабильную промышленную инфраструктуру. Как вы знаете, особенно важную роль играл природный газ, который активно использовался на заводах. После 2022 года цены на энергию резко выросли, и это напрямую увеличило себестоимость производства. В результате предприятия начали искать страны, где, соответственно, расходы ниже. Вот, пожалуйста, концерн BASF начал сокращать мощности на своих предприятиях в Людвигсхафене и одновременно инвестировать миллиарды евро в строительство новых производств в Китае и Соединенных Штатах Америки. Руководство компании прямо объясняет это тем, что энергозатраты в Германии значительно выше, чем в других регионах. Еще пример. 52-летний Томас Кляйн из Северного Рейна-Вестфалии проработал более 25 лет на химическом заводе. В прошлом году часть производственных линий была закрыта, а часть перенесена в Польшу. Он говорит, цитата, «Раньше у нас было более 900 сотрудников, сейчас осталось около 600. Остальные либо ушли, либо потеряли работу». То есть для целых регионов это означает постепенное сокращение промышленной занятости. В 1990-х, в начале 2000-х годов страна активно расширяла производство внутри своей территории. Тогда промышленность обеспечивала стабильную занятость и высокий уровень дохода. Канцлер Ангела Меркель делала ставку на экспорт и поддержку промышленного сектора, и Германия стала одним из крупнейших экспортеров в мире. Например, автоконцерн Volkswagen инвестирует сегодня миллиарды евро в новые заводы в Соединенные Штаты Америки, где государство предоставляет субсидии и дешевую энергию. Это значит, что новые рабочие места создаются уже не в Германии, а за ее пределами. Есть еще один пример. 44-летняя Сабина Хоффман из Саксонии работала на предприятии по производству автомобильных компонентов. В 2024 году ее завод частично перенес производство в Чехию. Руководство объяснило это тем, что расходы на электроэнергию там почти в два раза ниже. В результате более 300 сотрудников потеряли свои рабочие места. Вот такая ситуация в Германии сегодня. На это есть свои системные причины. В Польше и Чехии ниже стоимость энергии, ниже налогов и ниже расходы на персонал. В Соединенных Штатах Америки, как я сказал, государство активно субсидирует промышленность, чтобы привлечь инвесторов, а Германия в этой конкуренции оказывается в более сложном положении. Вспомните, как в 1970-х годах часть тяжелой промышленности, включая угольные шахты и металлургию, начала сокращаться. Тогда это привело к длительным экономическим изменениям в Рурской области. Сегодня мы с вами видим похожий процесс, но только уже в химической и автомобильной промышленности. Пожалуйста, еще одно мнение. 39-летний инженер Маркус Фокель из Кёльна работал на предприятии, которое производило компоненты для промышленного оборудования. В прошлом году компания открыла новый завод в Соединенных Штатах Америки и предложила сотрудникам переезд. Часть работников согласилась, но многие остались в Германии без работы. Он говорит, цитата, «Компания инвестирует там, где производство дешевле». Поэтому сегодня в Германии сталкивается с важным экономическим выбором. Если промышленное производство продолжит переноситься за границу, это может привести к уменьшению числа рабочих мест и влиянию промышленности на экономику страны. Но мы-то с вами эти компании понимаем, потому что есть глобальная конкуренция, где компании выбирают регионы с наименьшими затратами. Таким образом, то, что было раньше, я имею в виду, когда промышленность в Германии была основой немецкой экономики, когда именно заводы формировали средний класс, обеспечивали стабильные доходы и наполняли бюджет. И если сегодня команда Мерса не предпримет срочных шагов навстречу и поддержку промышленности, то очень скоро структура экономики Германии постепенно изменится. На этом пока все. Спасибо за просмотр.